Добрый день, дорогие друзья. Хотелось бы рассказать в двух словах про погоманию. Так сказать, вводная лекция будет в этот раз об общем устройстве программы, ее основных функциях, разделах и методологии, что она умеет делать. Ну, начнем с того, что программа работает с разными типами файлов. Это могут быть RAW файлы типа FITS, это могут быть файлы зеркальных камер, там типа CR2, например, или NEF никоновские. Это могут быть простые бинарные файлы типа PGM, это могут быть обычные цветные файлы типа PNG, BMP, JPEG, TIFF и так далее. Это могут быть в том числе и видеофайлы. Но с видеофайлами немножко по-другому все выглядит. Она их создает, эта программа, но не проигрывает сама по себе. Она может создавать видео из отдельных кадров. У нас есть кнопочка Select Folder. Нажимаем на нее, и появляется диалог выбора файла. Мы можем, собственно говоря, выбрать интересующую нас папку. Значит, в данном случае мы видим уже открытую у нас папку. Она нам предлагает здесь выбрать все типы файлов. Типы файлов определяются вот этим вот фильтром внизу справа. Соответственно, мы выбираем какой-нибудь из этих файлов, говорим ей «Открыть», и она открывает текущую папку. Есть папку, значит, опять таким же образом нажимаем на Select Folder, выбираем какую-нибудь другую папку, ну, скажем, там, возьмем M1 краб какой-нибудь из последних. Есть такой? Есть. В данном случае фильтр у нас выставлен на FITS. Мы можем поставить опять-таки на все файлы, если нам есть что смотреть с этим типом файлов в данной папке. В левом списке вот здесь вот у нас открываются, собственно говоря, вот эти файлы, отфильтрованные по этому фильтру. Если мы поставим здесь Select All, да, по типу, у нас выйдет предупреждающее сообщение о том, что действительно мы хотим изменить тип файла. Говорим «Да». Что мы здесь увидим тогда? У нас здесь появились какие-то гифки, у нас там появились какие-то системные файлы. Это программа сама их создает в каждой папке, с которой она работает. Она создает два файла: image.info.log и image.settings.log. Вам, собственно говоря, пока они не нужны, но удалять их не стоит. Они нужны, как программа их использует как для хранения данных, в том числе в каком-то смысле как базу данных. Это XML файлы. Если мы кликаем на какой-нибудь файл в этом списке, мы на экране, соответственно, видим его отображение. В данном случае у нас все это снималось на цветную камеру 178C. И, соответственно, мы имеем здесь цветные фицы. Чтобы нам их увидеть в цвете, нам надо включить галочку Debugger. Вот у нас появился какой-то цвет условный. Мы можем подстроить вид картинки на экране с помощью гистограммы, расположенной вот здесь вот справа. Здесь в основном используются два ползунка: Luminosity, который задает яркость, собственно, и Background, который задает уровень черного или темные тона, скажем так, смещает. При изменении этих ползунков, соответственно, изменяются настройки гистограммы. Гистограмма расположена вот здесь вот внизу. У нее есть отдельный бегунок. У нас важное замечание сразу же. Когда будете что-то изменять в гистограмме, следите, чтобы у вас был выключен вот этот вот флажок Log Settings. Если он включен, то
соответственно, гистограмма не может быть изменена. Но в данном случае я его отключил, соответственно, я могу подвинуть бэкграунд, скажем так, чуть потемнее сделать, там, ну, 67 сделаем, чтобы опустить фон. А яркость, допустим, мы хотим задрать наоборот до 84. И, соответственно, опять подправить бэкграунд. Там, он должен быть чуть-чуть ниже или равен яркости. Тогда картинка будет более-менее такая контрастная. Но это зависит от ваших исходников, что у вас там изображено, какая экспозиция и так далее. Да, когда мы нажимаем вот этот вот флажок Log Settings, например, да, у нас выскакивает такое окошко, которое предлагает нам зафиксировать эти настройки для всех файлов в списке с данным типом. То есть, если я его сейчас скажу «да», то у меня все вот эти фицы входные будут показываться с данными настройками гистограммы. Давайте сделаем так. Теперь я выбираю другой фиц, и он у меня показывается с абсолютно такими же настройками гистограммы. Если я выключаю этот флажок, и для этого фица я сделаю вот такую вот, например, настройку гистограммы, то это у нас 10-й файл. Перейдем на другой, он у нас будет показываться с теми настройками, которые он получил, а он получил их изначально, они были в нуле. А 10-й будет показываться с нашими настройками. А какой-нибудь там предыдущий будет показываться с этими настройками. То есть настройки гистограммы для каждого файла индивидуально. Но мы можем их сделать для всех файлов одинаковыми. Еще раз, то есть я нажимаю сейчас Log Settings, говорю «да». И следующий файл у меня будет отображаться с такими же настройками гистограммы. Понятно, да? Дальше. Следующее окошко, которое нас будет интересовать, в первую очередь, это окошко выбора масштаба. Вот это вот. В нем 4 режима основных. Текущий режим — это Fit Image with in Window, то есть ширина нашего снимка укладывается в наше окно отображения, а высота не укладывается. Соответственно, по вертикали мы имеем полосу прокрутки, а по горизонтали мы ее не имеем. Если мы выбираем уместить полный кадр, Fit Whole Image in Window, соответственно, у нас масштаб будет меньше, у нас весь кадр поместится в наше окно. И никаких полос прокрутки у нас не будет, естественно. Если мы выбираем 100% масштаб, то в зависимости от того, насколько у вас большой или маленький файл, соответственно, у вас будет все это дело как-то масштабироваться на экране. Мы можем делать drag and drop, соответственно, мышкой, и крутить его как-то там, двигать. Последний режим — это масштаб 300%. Он нужен только в основном для того, чтобы посмотреть в деталях там какую-нибудь звезду там, или какой-нибудь очень маленький участок. Соответственно, масштаб будет большой. Время, которое нужно программе для обработки такой картинки, тоже нужно побольше. Здесь drag and drop уже не работает. Но мы видим, что у нас картинка очень крупная. Все наши горячие пиксели замечательно видны. Звезды видны очень крупно. Соответственно, мы можем как-то что-то с ними делать. Следующий каталог, в котором мы находились изначально, это у нас была туманность пузырь C11. Там уже картинки как-то отфильтрованы по качеству, и я с ними текущую работу провожу, поэтому там поинтереснее материал для изучения. Да, вот мы имеем здесь, опять-таки, обратите внимание, что настройки гистограммы у нас остались теми же самыми. И мы здесь имеем целую серию кадров. В данном случае это у нас серия из 222 снимков. Каждый из них имеет экспозицию 15 секунд. Все эти снимки с одним и тем же объектом сделаны на монтировке NEC 6 на рефлекторе 10 дюймов.
И, как мы видим, при переходе от снимка к снимку они у нас прыгают. Прыгают они потому, что снималось все это без гида, с абы как настроенной полярной осью. Соответственно, мы имеем реально плавающие картинки от кадра к кадру. Вот тут даже какой-то метеор у нас замечательно залетел. Что хочется отметить? В программе есть несколько контекстных меню. Например, вот на нашем файле, на котором мы стоим, если мы на нем правой мышкой нажмем кнопочку, то мы получим вот такое вот контекстное меню с какими-то функциями, которые мы можем сделать над этим файлом, либо над другими, либо над несколькими файлами в меню. Если мы кликнем на картинку, то там тоже будет контекстное меню. Оно уже относится к конкретному изображению. Здесь мы можем там что-то сделать с маркерами, там, перерисовать, удалить их и так далее, сгенерировать маску звезд, какие-то line points убрать, например, или создать. То же самое операция со звездами и так далее. Контекстных меню здесь два. Соответственно, одно из них на картинке, второе на списке файлов. У нас есть наверху вот здесь вот вкладки условные. Их тут всего 4. Казалось бы, выбирая какую-нибудь вкладку, ничего не меняется здесь, да? На самом деле меняется содержимое вот этой вот правой панели в некоторых операциях. Это актуально. И меняется содержимое вот этого списка операций, доступных для данной вкладки. Соответственно, для вкладки Sequence Movies Conversion у нас доступны операции вот такие. Это превью, это у нас там создать какую-нибудь нумерованную последовательность файлов, создать какое-нибудь видео из отдельных кадров, объединить видео, конвертировать типы файлов в другой формат. Например, там вот у нас есть FITS, и мы можем запросто их перевести в любой другой формат. Например, там в TIFF или там еще во что-нибудь. И там есть какая-то операция такая, Sort Image by Quality, она такая экспериментальная. Что-то она делает, ну, она как бы умозрительно оценивает качество файлов на предмет там, наличия в них брака и, соответственно, как-то их сортирует, выдает просто список. То есть список она выдает текстовый вот здесь вот в этом окне. Это окно логов. Сюда записываются все ваши действия, которые вы делали с программой, все операции будут выводиться именно сюда с результатами этих операций. Ну, вот, например, здесь что-то там я двигал. Этот лог, в принципе, пишется и в отдельный файл. Он находится в этой же папочке, где вы, с которой вы работаете. Его там можно будет поискать в виде текста. Log.txt, если не ошибаюсь. Для каждого вашего сеанса работы будет создано для каждого дня вашей работы создается свой лог, соответственно, и она там по датам разбита. Можно посмотреть, как это все устроено и работает. То есть программа сохраняет всю историю операций, которые вы производили со всеми результатами. Вторая вкладочка у нас Align Composite Calibrate. Она наиболее ходовая при работе с DeepSky, в частности. Она содержит основные базовые операции. Это Align Images to Master, то есть выравнивание снимков по мастеру. Это Calibrate Aligned Images, то есть калибровка выровненных уже файлов. Применение какого-нибудь медианного фильтра, например, Apply Median. Кто очень любит работать с дарками и флетами, здесь точно так же можно выбрать операцию вычитания дарков и флетов. Ну, есть такая интересная операция, как Detect Stars, то есть определить звезды на снимках. При выполнении всех этих операций базовых, вот последняя операция делается автоматом. То есть звезды определяются автоматом, например, при выравнивании. Еще одна вкладочка Stack Post Process, она содержит операции, связанные со сложением. Вот Stack Selected Images. Подготовка снимков под мозаику. Вот и об этом мы поговорим немножко позже. Это достаточно такая не самая очевидная тема. И здесь еще есть
постпроцесс, он, в принципе, ничего не делает, то есть можно на него внимание не обращать. Combine Colors for RGB — это операция создания цветного RGB изображения из монохрома, из монохромных изображений. Так, и последняя вкладка, она узконаправленного действия, такая IPCAM, FTP, там тоже есть свои операции. Все это работает с IP-камерами, FTP-серверами, которые общаются со своими файлами через эту программу. То есть вы можете через PGManию читать эти файлы, ходить на сервер, управлять этими файлами, забирать их с FTP-сервера обратно себе на компьютер и дальше работать с ними как с обычными вот этими исходниками уже в самой программе. Что интересно еще хочется сказать. Здесь есть чекбоксы вот такие, overlay и markers. Если мы встанем на какой-нибудь файлик, например, вот первый, да, вот, и нажмем markers, у нас появится на экране слой с маркерами. Вот он появился. Тут написаны замечательные слова hello, goodbye и какие-то метки стоят. Мы можем создать свой маркер, например, какой-нибудь там нам мало, там несколько, 3, да, мы хотим создать больше. Здесь важное замечание надо сделать, что создавать какие-то надписи на картинках можно только в 100% масштабе. То есть нам надо будет выбрать 100% масштаб, залезть, например, вот в какой-нибудь угол, в правый нижний. Здесь кликнуть мышкой и правой мышкой, нажать правую кнопку мышки, и у нас появится первым пунктом меню. Заметьте, что содержимое этого меню поменялось в зависимости от масштаба. Появились новые операции, которые были недоступны в предыдущем масштабе. Мы выбираем, допустим, добавить текстовый маркер в точку. У нас есть, программа пишет, что шрифт 32. Мы можем его изменить, сделать больше или меньше. Для этого нам надо нажать кнопочку Shift и минус. И вот здесь мы видим, что мы уменьшили шрифт, он стал 17. Если мы Shift и плюс будем нажимать, то мы его увеличим, этот шрифт. Вот он стал 47. Ну, допустим, нам надо сделать самый большой. По-моему, самый большой здесь 77. Да. И здесь напишем какой-нибудь текстом типа PGManio. Версия 1.139. То есть последняя на сегодня. Сегодня у нас 22 января замечательного 2022 года. Когда мы отредактировали в этом поле то, что мы хотели написать, нажимаем Ctrl-Enter. И наш маркер, слой с маркерами, на нем появляется замечательная новая надпись. Мы написали слово PGManio версия 139. Да? Мы можем уменьшить масштаб теперь и делать все, что хотим дальше. Почему мы ее не видим? Потому что она внизу находится. Вот здесь вот. Вот она. Таким образом, мы можем наносить любые метки, собственно говоря. Программа сама наносит свои метки. Например, вот какой-нибудь файлик взять там. С уже нарисованными какими-нибудь маркерами. Ну, давайте возьмем какой-нибудь там, про который я заранее знаю, что там что-то есть. Допустим, вот это. Да. Вот, нам есть о чем поговорить здесь. Значит, что мы здесь видим? Вот эти вот желтые надписи и кружочки, это, опять-таки, все это находится в слое с маркерами. Если мы его выключаем, все это безобразие исчезает, остается чистая картинка. Если мы ее включаем, они опять появляются. И так для каждой картинки есть свои маркеры. Они хранятся в этой же папке, где ваше изображение. У нас фильтр стоит типа файлов FITS. Если бы мы включили
тип файлов all, да, то есть все файлы, то наши маркеры будут видны здесь же в списке. Вот они. С ними можно работать как с обычными файлами. Маркеры, они в формате GIF хранятся. Соответственно, наш файл, вот, на котором мы только что были, это там какой-то 196 был, да, GIF. Вот это. Мы можем увидеть его содержимое. Вот оно. Это прозрачные гифы, поэтому мы здесь видим их как бы на таком белом фоне. На самом деле они прозрачные. И программа просто делает наложение одного слоя на другой. В итоге, когда мы смотрим файл с маркерами, мы видим содержимое исходного файла плюс маркеры, которые к нему привязаны. Да. Имеет смысл включить здесь масштаб 100%, чтобы посмотреть, что же там написано. Что там написано? А написано там, собственно говоря, такая техническая информация, относящаяся к звездам. Такая как FHMM, то есть Full Width of Half, максимум. Широко известная в узких кругах. Для каждой звезды отдельно считается он. Для снимка в целом тоже отдельно считается. Для снимка в целом мы можем посмотреть вот здесь. Вот он, FHMM. В данном случае это 2,77. СНР, отношение сигнал-шум для снимка в целом. И средний. То есть это максимальный и средний по снимку. Средний по снимку 36 децибел. А максимальный СНР у этого снимка 62 децибела. Соответственно, похожие данные есть для каждой из звезд. Ну, вот здесь вот СНР данной звезды, допустим, 42 децибела, FHMM для нее 2,11. И некая магнитуда, то есть программа выполняет какую-то астрометрию еще шапочную. Она может просчитывать магнитуды. И эти магнитуды для всех звезд, которые она вычисляет на снимке, они как бы могут быть скорректированы по какой-нибудь звезде, взятой из каталога, у которой известна эта магнитуда. Ну, например, если мы возьмем вот эту звезду, когда мы кликаем, да, важная информация, в 100% масштабе на звезду, вокруг нее отрисовывается кружочек. Он так моргает. Я надеюсь, что это будет видно. И, соответственно, здесь вот у нас есть внизу список Detected Stars. Он содержит все эти звезды, определенные на этом снимке. Если мы кликнем на вкладочку Image Statistics, то мы увидим, что для данного снимка детектировано 96 звезд. Из них 4 звезды было взято как опорные звезды. Опорные звезды, они используются при выравнивании снимков относительно друг друга. Вот они, опорные звезды, Reference Stars, они называются в программе. Это такие же звезды, только у них есть соответствующий дополнительный признак, что это является опорной звездой. Она выбрана как опорная звезда. Опорная звезда имеет свой номер. В данном случае это номер 3 здесь. Если мы посмотрим дальше, где-то мы должны найти еще. Да, вот. Вторая опорная звезда. Обычно программа сама выбирает, какие звезды ей считать опорными по определенному алгоритму. Она это делает. Так. Что у нас здесь есть еще интересного? Так, разрешение вот это вот 0.41 стоит. Это так называемый сэмплинг вашей камеры. То есть разрешение в угловых секундах, приходящее на 1 пиксель. Оно выставляется вручную и сюда записывается. То есть кликаете сюда, изменяете число и нажимаете Set Resolution for Folder, либо for Image. То есть либо задать это значение для всех файлов в папке, либо только для данного снимка. И, собственно говоря, размер самого пикселя задается вот здесь. То есть вот это вот поле и вот это поле, оно является рукописным, можно вводить сюда значения, остальные все поля вычисляются. Да, вводить ничего не надо. На вкладочке Processed Settings мы можем обнаружить еще несколько важных вещей. Здесь есть так называемый Delta X Threshold, Delta Y Threshold и Delta Phi Threshold. Что это такое?
Когда снимки выравниваются друг относительно друга, между ними вычисляются офсеты. Офсеты — это, то есть, смещение между одного снимка по отношению к какому-то другому. Если мы выравниваем снимки по мастеру, соответственно, эти офсеты будут считаться относительно мастера. При вычислении офсетов, вот эти офсеты, они записываются для каждого снимка вот в эти поля, точнее, мы видим их в этих полях. Это опять-таки дельта X, дельта Y и дельта φ. Эти поля содержат через слэш второе значение. Здесь в данном случае -2, -2, 0,25. Что это такое? Это коррекция этих смещений. То есть программа при автоматическом выравнивании вычисляет какие-то свои значения. Вот для данного снимка офсет по отношению к мастеру достаточно длинный, такой 176 на 147. Угол был 0 вычислен. А после ручной коррекции эти значения немножко изменились. Соответственно, вернемся сюда. Вот эти вот значения дельта X threshold — это лимиты, выше которых программа не сможет прыгнуть в высчитывании офсетов. То есть, если ваши офсеты, смещения между снимками, выйдут за эти границы, она вам выдаст предупреждалку о том, что границы вот этих вот смещений недостаточно узкие, их желательно бы расширить, а, собственно, операция выравнивания будет закончена неудачно для данного снимка. Кроме того, эти значения, это как бы базовые, они устанавливаются один раз, опять-таки, либо для фолдера, ну, например, если я захочу здесь поставить 500. Вот я нажал Enter, у меня выскочила предупреждалка о том, что значение X, threshold по X изменилось. Буду я его изменять для данного файла или нет. Если я сделаю правой мышкой изменить для всего фолдера, он просто изменит это по умолчанию. Если я изменю здесь поставлю, например, 400. Вообще желательно, чтобы они были симметричны, то есть если там 500, то и здесь 500. Ну, большого значения это не имеет. Кроме того, значит, все ваши операции, которые вы производите здесь настройками, они опять-таки отражаются вот здесь вот, в этом логе. Так, вкладка Color Settings, тоже важная вещь. Если мы возьмем масштаб поменьше, сделаем, чтобы нам удобнее было смотреть, что происходит. Здесь есть несколько комбо-боксов. Они, например, Color Space. Типичный Color Space при работе с цветной графикой — это sRGB, такой стандарт. Но есть другие стандарты, здесь их достаточно много. Нам их любезно предоставляет движок ImageMagick, соответственно, мы любезно им пользуемся. У нас есть, например, RGB стандарт. То есть, если мы его выберем, то картинка будет выглядеть уже по-другому, заметьте. У нас есть какой-нибудь там цмук, например, да, черно-белый. Этот стандарт используется при работе с принтерами в основном там. Почему-то он цветной оказался. А почему? Наверное, цму. Ничего не изменилось, странно. Ладно. Есть режим Lab. Там, по идее, цвета должны поменяться. Мы нашли баг. Отлично. Нет, на самом деле это не баг, на самом деле это так отрабатывает опция DBR. То есть, если мы ее отключим, то мы получим реальное изменение вида картинки. Вот, например, в лабе эта картинка будет выглядеть вот так. В СМУ она будет выглядеть вот так. Но мы работали, ну и так далее, их там достаточно много режимов. Вернем обратно наше sRGB. Включим обратно дебайеризацию. Да, вот это вот флажок debyer, это виртуальная дебайеризация. На самом деле с файлом ничего не происходит при этом, когда вы его нажимаете. Все это делается в оперативной памяти, и вам надается просто цветная картинка на экран. На самом деле файл остается таким же монохромным, каким он и был изначально, не дебайеризированным RAW, то есть FIS.
С Color Space мы разобрались. У нас есть еще Color Type, такая штука. У нас есть здесь опять-таки много всяких разных значений. Мы можем выбрать, например, True Color. Так называемый. Опять-таки отключим дебаеризацию, чтобы увидеть эффект. Ну, нам, наверное, имеет смысл здесь просто выбрать какой-нибудь файл другого типа. Возможно, это должен быть какой-нибудь PNG цветной уже. Ну, вот возьмем вот такой уже откалиброванный PNG. Если мы здесь у нас было Optimize, вот если мы выберем Grayscale, да, вот он становится сереньким. То есть все у нас нормально работает. Разделение слоев цветных там. Всяких разных опций, здесь очень много. Можете самостоятельно поэкспериментировать, там, если вам не жалко собственных снимков и собственного времени. Я обычно работаю с Optimizer, sRGB. Компрессия у меня здесь тоже много режимов выключена. Alpha Option. Штука очень полезная, на самом деле. Обычно я ее включаю, потому что иногда она нужна. Почему она нужна? Потому что вот если мы... Вот у нас выбран какой-то файлик сейчас, да, допустим, 207. Один у нас такой красивый выбран. Отключаем опцию Log Settings, чтобы мы могли работать с гистограммой. И у нас есть еще замечательный бегунок Transparency. Если мы теперь его задвинем куда-нибудь вот сюда направо, то мы видим, что у нас ничего не происходит. А почему у нас ничего не происходит? Потому что у нас выключен флажок Overlay. Что такое Transparency? Это прозрачность. Прозрачность, она должна быть чего-то относительно чего-то. Невозможно сделать прозрачным что-то, ничто не относительно ничего. Поэтому, чтобы нам увидеть эффект, мы включим вот этот Overlay, флажок. Он нам позволяет сделать наложение текущего снимка на какой-то другой. Другого снимка у нас в данном случае не выбрано. Поэтому мы видим просто белый экран. Значит, если мы сейчас вернем этот Transparency этого файла в 0, выберем какой-нибудь файл мастером, сделаем, ну, например, вот этот первый, который он является реально мастером, из этого левого меню. Вот, у него появится надпись вот здесь в имени файла, что он мастер в скобочках вот здесь вот. А теперь вернемся к нашему какому-нибудь другому файлу. Ну, возьмем любой другой, например, вот этот. Включим им debugger, то есть цветными их сделаем, да, мы видим вот какую-то картинку. Когда мы делаем наложение одного кадра на другой, в данном случае у нас мастером является первый файл, точнее второй вот этот вот, а на него накладывается другой какой-то, в данном случае, пускай будет 16, да. Мы видим композицию этих двух файлов на экране. Эта композиция строится по какому-нибудь алгоритму. Эти алгоритмы задаются вот здесь вот. Список Composition Mode. В данном случае был выбран режим Screen, то есть простое наложение на экране. Если мы выберем режим Difference, то мы увидим разность этих файлов. Но чтобы ее увидеть, нам надо включить флажок Overlay. В противном случае мы видим только последний файл, то есть 16 на экране. Вот мы включили флажок Overlay, задали мастер, выбрали режим наложения Difference, и мы реально видим теперь разницу между этими двумя файлами. Теперь вернемся к свойству Transparency. У нас активным выбран файл 16. Если мы сейчас задвинем его прозрачность в максимум, то он исчезнет просто-напросто, как видите, да? У нас остался только мастер на экране, вот он. Вернем обратно, то есть уменьшим Transparency, и он будет появляться.
Компьютер у меня медленный, поэтому картинка появляется с некоторой задержкой. Программа так работает, что сначала показывается как бы картинка без изменений, а потом по мере обсчета всех наложений и прочих замечательных вещей она строит композицию, которая потом плавненько так подтягивается. Такая lazy loading, грубо говоря. То есть ленивая загрузка. На быстрых компьютерах вы этого эффекта, скорее всего, не увидите вообще. Все будет достаточно быстро работать. Ну вот когда transparency убран в ноль, мы видим одинаковый уровень наложения, одинаковую прозрачность, точнее непрозрачность для каждого снимка, что для 16, что для второго. Точно так же можем на мастере убрать, выставить transparency, то есть прозрачность, ну, в какой-нибудь там в 90%, к примеру. Чтобы он нам не сильно мешал, просто чтобы знать, что он там существует где-то на заднем плане. И обратно вернемся теперь на 16 на наш. И в композиции мы увидим, что у нас, видите, он так еле-еле проглядывает, наш мастер, на заднем плане. Ну, там есть. То есть вот так вот работает Transparency. Список с режимами наложения, он содержит достаточно много всяких разных функций, в том числе там плюс, вычитание, вот, допустим, минус DST. Одно будет вычитаться из другого. Один файл вычитается из другого картинки, содержимое этих картинок. Все эти операции, они делаются виртуально, то есть в оперативной памяти компьютера, они на сами исходные файлы никак не влияют. Ну, давайте вернем вот для мастера Transparency в 0. Он нам нужен в исходном виде, потому что, собственно говоря, Transparency, он при создании композиции будет реально влиять, и когда строится композиционный файл, который вы будете в каких-то операциях сохранять, он тоже принимает участие, поэтому обращайте внимание, что у вас там выставлено. Можно его поставить в 0, допустим, да, нажать вот здесь, вот как мы говорили, Log Settings, и он зафиксируется, этот 0, для всех файлов. Если какие-то файлы имеют индивидуальные настройки, они будут переписаны, соответственно. Так, у нас, чтобы закончить с наложениями, вернемся еще раз в это меню, в этот список. В данном случае выбрано, вот я выбрал операцию вычитания, это минус DST. У нас вот теперь вот снимочки один из другого вычитаются, да? И мы видим, что смещения у нас на самом-то деле, они достаточно большие, тут одного снимка относительно другого. В данном случае у нас активным является файл 17, и для него смещение вычислено по x 40, по y 37 и какой-то там 0,08 угол в градусах. А мы видим их совмещенными. О чем нам это говорит? Это говорит о том, что вот этот файлик 17, он реально уже на экране подвинулся. Вот на эти смещения до совмещения с мастером. Это базовая операция. На ней очень много построено в программе. То есть вот совмещение изображений между собой. У 16 кадра, вот сейчас 16 выбрал, у него смещения будут другие, а у него их вообще нет, он не просчитан никак. А, например, у какого-нибудь там вот возьмем 202, у него смещения будут вообще очень большими. Вот, по x 261, по y 191, угол 0,25, точнее коррекция. Ну, вот эти вот значения, там 251 и 2, их надо рассматривать как сумму. То есть минус 261 плюс 2 будет минус 259. 0 плюс 0,25 будет 0,25. И когда программа, когда вы делаете, например, опцию Apply Offset Corrections, вот эти вот коррекции применяются к этому файлу и суммируются. Вот у нас в данном случае выбран файл исходник 202. И когда он выравнивался по мастеру, я делал выравнивание, при этом создается файл с расширением align. Вот он. Мы можем найти здесь такой же 202. То есть это уже реально выровненный файл, то есть физически смещенный на диске. Он хранится уже как другой файл.
Так, давайте вернем наложение, поставим все-таки difference, поудобнее в некоторых операциях. Так, у нас оверлей включен, у нас debugger включен для того, чтобы был цвет, и у нас выбран мастер. И мы видим, что одна картинка относительно другой сильно смещены. А они у нас как бы выровнены должны быть, да? У нас есть еще один флажок замечательный, Virtual Offset. Так вот, для уже физически выровненных файлов этот флажок надо снимать. Тогда файлы действительно совместятся на экране. Вот они совместились. Мы видим, что у нас достаточно точное попадание звезд. Одной звезды, второй, третьей и так далее. Все звезды четко у нас соответствуют положению звезд на мастер картинки. А если мы вернемся теперь на исходный 202 снимок, с которого, собственно говоря, этот строился, то чтобы увидеть вот эти результаты выравнивания на нем и совмещение физическое с мастером, нам надо этот флажок, наоборот, включить. Таким образом, почему именно так? Потому что вот эти исходные снимки без префикса align, когда на них делается выравнивание, они физически не изменяются, они остаются в том же виде, как они были, как их сняла ваша камера во время съемки неба. А вот эти офсеты, которые для них вычисляются, они просто записывают в эти XML файлы, про которые мы с вами говорили, что их там есть 2 штуки. И когда мы делаем операцию либо там apply offset correction, либо actualize offset, либо это у нас операция автоматическая какая-то будет, которая делается над серией, например, вот align images to master, да? Вот. Она автоматически программа создаст файл align, и, соответственно, в него эти все офсеты пропишут, и вот там они будут уже реально актуализированы. На них надо этот флажок Virtual Offset снимать. А на исходных файлах его надо, наоборот, ставить. Ну, собственно говоря, здесь две комбинации состояния флажка и 2 комбинации состояния файлов. Поэтому всего 4 комбинации. Возможно, вы это запомните когда-нибудь. Что еще здесь есть хорошего? Вот мы, когда программа что-то выровняла, да, к примеру, возьмем какой-нибудь файлик там, к примеру, с нашим метеором или спутником. Вот он, да. Сейчас мы смотрим его, опять-таки, в режиме наложения с мастером. Мы видим, что у него офсеты вычислены, какие-то программы автоматически. По x 228, по y 75, какой-то угол вычислен, а совпадение звезд некрасивое, мне не нравится, например. Я хочу внести коррекцию в это совмещение изображений. Для этого мне надо сделать что? Мне надо активировать вот эту вот панель. Вот здесь вот Align Image, она активируется выбором операции номер 1, вот здесь в списочке Align Composite. На самом деле это уже опция устаревшая, но тем не менее вот эта панель активируется либо вот через эту панель, либо при старте программы у вас открыта вот эта вкладка первая, и она по умолчанию там будет открыта. Ну, чтобы вы знали, что вот так вот щелкнули, и все, она у вас стала доступна. Теперь вы можете двигать текущий кадр, а текущим кадром у нас является 174. Это же написано вот здесь вот строчка. Текущая папка у нас вот здесь написана вверху, с которой мы работаем. И мы можем этот кадр физически двигать относительно мастера. А мастером у нас, как мы знаем, является вот этот вот выбран 002, да? И давайте попробуем повернуть его. Ну, допустим, мы нажмем на поворот по часовой стрелке. Что произойдет? Смотрите сюда. Вот у нас появилась вот здесь вот циферка 005.
То есть к нашему углу поворота одного снимка относительно другого добавилось 0,05 градуса. Если мы нажмем клавишу Shift и опять нажмем на эту кнопочку, то шаг поворота у нас удвоится. Вот теперь он уже вот здесь вот стал 0,1. А здесь, соответственно, у нас прибавится уже 0,1. Станет 0,05. Если я теперь Shift не трогаю, ну, как бы этот шаг, он запомнился. Если я нажму Ctrl и эту кнопку, соответственно, я опять буду в 2 раза понижать этот шаг. То есть опять вернусь к 0,5. Ну и так можно там догнать его до бесконечно малых величин, либо до бесконечно больших, там, вплоть до 90 градусов, там, или там 360, как вам удобнее работать. Поэтому вот программа, она... Ну, давайте попробуем. Допустим, вот Ctrl я нажал, и поворот на 0,05 будет в ту же сторону. Суммарно у нас как бы смещение поворота стало 0,2, коррекция поворота. И заметьте, наши звездочки, они стали выравниваться, да? Так почти очень красиво встали. Давайте вот попробуем чуть-чуть подвинуть на 1 пиксель вправо. Ну, я бы сказал, что меня это устраивает. Можно попробовать подвинуть еще раз вправо на 1 пиксель. Можно нажать Shift вправо, тогда у вас подвинется на 2 пикселя. Следующее нажатие Shift вправо подвинет на 4. А нажатие вот этой кнопочки без Shift обратно сбросит шаг до единицы. Таким образом вы можете регулировать скорость вашего перемещения, опять-таки, от 1 пикселя до достаточно больших значений, то есть, например, на 200 сразу же двигать. Но это делается именно последовательными нажатиями с использованием Shift и Ctrl, о чем и говорит вот эта вот замечательная надпись здесь. В данном случае меня вот это вот выравнивание устраивает, совмещение изображений. И я могу сделать, поскольку это у нас вручную все делается, соответственно, мы пользуемся вот этим вот меню. Например, Apply Offset Correction. И наши вот эти вот значения 228 минус 2, минус 228 минус 2 это 230 будет. И здесь будет по y 75, а угол будет 0,2, да? Они пропишутся в связанный файл с префиксом align. Вот он у нас здесь открылся как раз сразу же. 174, вот он называется, align 174. И мы видим, что вот здесь его офсеты, они уже просуммировались с коррекцией. И мы помним, что нам надо на файле с префиксом align снять галочку virtual offset. Да, и мы можем обнаружить с приятным удивлением, что наши файлы действительно очень неплохо совмещены с мастером. А это говорит нам о том, что мы можем перейти к следующей операции, которая делается обычно в стеке как бы базовых операций. Это выравнивание, калибровка. Ну, в применении к PGManии, я имею в виду. В других программах это немножко по-другому выглядит. И последующее сложение. Так вот, если мы сейчас возьмем, к примеру, какие-то файлы, вот здесь у нас 196, а здесь 220, да? Ну вот выбрать какие-нибудь файлы, допустим, 195, и от него еще там взять 4 файла возьмем. И попробуем их, например, откалибровать. Что такое калибровка? Калибровка — это устранение мусора, шумов, горячих пикселей, неравномерности, какого-то несовпадения сигнала. То есть, поскольку у нас все снимки между собой выровнены, да, как бы, но каждый из них имеет какие-то свои дефекты. Там, где-то там монтировка не очень точно вела, там какой-нибудь бросок был, там звезды могут иметь свои какие-то дефекты. Вот калибровка это в том числе немножко сглаживает эти эффекты. При этом она основана на принципе, что остается на снимке только сигнал, который совпадает по сигналу с другим снимком в паре. Калибровка всегда делается парно. Вот я выбрал для калибровки 4 файла, плюс я задал мастер файл.
Задание мастер-файла для разных типов калибровки имеет тоже как бы вариативное значение. То есть для одних типов калибровки надо задавать, для других не надо. Но это вы можете почитать в Help, там достаточно пространное описание. Значит, здесь мы выбираем вкладочку Processing Settings, выбираем вкладка вот здесь вот Align Composite Calibrate. Здесь выбираем операцию Calibrate Aligned Images. Раньше этих операций было больше в старых версиях программы. Ну, в данном случае я их просто поубирал. Они не очень актуальны были, там вводили в заблуждение, потому что их было много, они там отрабатывали различные сценарии. Но основной сценарий именно такой, что сначала все снимки выравниваются по мастеру, потом калибруются между собой в парах. Но да, и в зависимости от типа калибровки, а тип калибровки у нас выбирается вот в этом вот окошечке в списке. Здесь Calculate Buyer будет у нас стоять, да? То есть с автоматически вычисляемой матрицей Байера. Есть монохромная. Если у вас монохромные снимки, то имеет смысл выбрать монохромную. Можно откалибровать с оригинальным паттерном Байера, как вот, например, на мастере задан, либо на исходных вот этих вот файлах, вот здесь вот без этого префикса align. Calculate Buyer это такая хитрая опция. Там производятся довольно-таки интересные расчеты. И, собственно говоря, матрица, вариантов матрицы вообще очень много. Вот они здесь все показаны, их тут, которые есть в программе. В основном, вот, по крайней мере, с моей камерой работают первые 8. Вот эти тоже работают, вот эти уже там как-то иначе работают. Возможно, для других типов матриц Байера применяются вот эти вот. Этого я не знаю точно, но они вот как бы есть исходно, и ими можно пользоваться. Так вот, калибровка с вычисляемым паттерном Байера, Calculate Buyer, она как раз для вашего снимка будет подбирать на основании совпадения цвета по звездам, по детектированным, которые мы помним, что у нас вот здесь вот были, да, ну, в данном случае они у нас на исходных снимках есть. Кстати, не факт, что... Ну, ладно, посмотрим. Так, ну попробуем. И да, и вот здесь вот еще важная такая общепринятая вещь. При задании какой-нибудь операции здесь вот задается шаблон операции. Шаблон операции, он в принципе показывает вам список файлов, отобранных для какой-нибудь операции, и, соответственно, вы можете этот список переопределить, и для этого понадобится, ну, допустим, мы захотим включить сюда еще файл там какой-нибудь другой там. Давайте возьмем, не знаю, такой возьмем, 196 там и какой-нибудь 201. Это долго ждать, лучше 3 отобрать. Так. Ну, оверлей нам уже окошечко не нужно, чтобы она лишний раз не моргала, там мозг нам не выносил, мы его отключим. Вот, когда мы файлы выбрали другие, теперь мы перезадаем этот шаблон операции, он нас спрашивает подтверждение, говорим «да». Можем убедиться, почитать, что он там написал. Вот 196, 197, первая пара, вторая будет 197, 198, третья пара будет... Третьей пары не будет, он последний снимок он из калибровки отбросит, то есть он сделает нам 2 откалиброванных снимка, 196 и 197. Хочу сразу заметить, что они у нас уже есть, такие красивые, вот они. Но при калибровке он просто увидит, что они есть, и создаст как бы копии, то есть с префиксом справа в скобочках 1 или 2 там, порядковый номер присвоит версии. Давайте попробуем. Нажимаем старт. И вот он говорит, что операция калибровки у нас как бы завершена. Посмотрим, что получилось.
файлы Align 196, 197, вот эти вот. А у нас на них нет детектированных звезд. А нам для этого типа калибровки, вот для вычисления паттерна, калибровка с вычислением паттерна, вот это вот Calculate Bayer, обязательно нужны выровненные файлы с вычисленными звездами. И ее надо делать на исходных файлах, а не на уже не на файлах Align. Почему? Потому что эти файлы Align, они уже реально смещены. А при калибровке будут делаться другие смещения. И, соответственно, одни смещения накладываются на другие, и получается ерунда. Ломается матрица, вносится дополнительные искажения при поворотах, пиксели тоже ломаются. В общем, нехорошо будет. Поэтому и в руководстве, и в хелпе это очень акцентированно описан этот моментик, что для калибровки цветных снимков надо выбирать именно исходные вот эти снимки, у которых офсеты виртуальные. То есть вот эти вот офсеты у них виртуальные, не актуализированные. Вот, теперь мы еще раз переопределим наш темплейт. Да. Убедимся, что у нас включен флажок Calibrate плюс Debugger. Вот этот вот. О чем нам говорит этот флажок? О том, что будет в процессе калибровки эти файлы будут дебайеризированы. То есть уже результаты калибровки, они будут дебайеризированы. На выходе мы получим откалиброванные цветные снимки в формате PNG. Понятно, да? То есть исходники у нас в фицах, а на выходе мы получим уже RGB снимки, откалиброванные в PNG. Ну, давайте попробуем. Ну, процесс идет. Он не очень быстрый, потому что компьютер не очень быстрый. Но так, в принципе, где-то там какое-то время он занимает. Программа что-то нам насчитала. Она создала нам два откалиброванных снимка, о чем нам говорит вот эти замечательные надписи, что image saved под таким-то именем раз и image saved под таким-то именем два. Еще она нам пишет, что у нас откалибровано две пары, всего 4 снимка, из них 2 пары, соответственно, созданы. Ну, на самом деле, мы калибровали 2 снимка, да, и, соответственно, 2 снимка мы получили на выходе. А третий нам нужен был для того, чтобы создать вторую пару. Но это опять-таки написано в хелпе. Так, теперь посмотрим на результаты этой операции. Как я говорил, что у нас уже здесь 2 файла, которые мы сейчас только что калибровали, да, и она создаст копии. Она их создала, но мы их не видим. А почему? А потому что программа нам вот здесь вот выдала окошечко не модальное о том, что операцию надо завершить. То есть она завершена, уже надо просто подтвердить, что вы ознакомились с этим. Когда вы говорите ОК, тогда у вас обновится список файлов слева, вот здесь вот. Теперь нажимаем ОК, и мы видим, что у нас список файлов обновился, и наши замечательные файлики появились. Вот они, 196.1, 197.1. Вот. А почему мы не видим цвета? А потому что мы имеем дело с PNG, а у нас включена дебайеризация. Это нехорошо. Соответственно, дебайеризацию на них надо выключать. И вот мы получили откалиброванный снимок. Только что сделали. В PNG он сделан. Цвет абсолютно корректный. То есть мы видим, что вот были исходные наши снимки. Вот он, собственно говоря, мастер, например. На нем надо включить дебайеризацию, потому что это фиц. Вот такой был исходный цвет. Вот такой вот цвет получается после калибровки. Как видим, никаких шумов здесь нет. Мы можем включить, выбрать масштаб 100%, например. Посмотреть с лупой, грубо говоря, что у нас происходит. Ну, какой-то шум есть, в принципе. Она не 100%, конечно, программа убирает шум, но если наложить, вот, допустим, сделать наложение с мастером и включить какой-нибудь там режим скрин, мы видим, что есть вот на исходнике куча мусора, шума. Ну, собственно говоря,
Понятно, о чем речь идет, да. Так. Значит, пройдемся по этой панели до конца. Вот здесь Processing Settings. Что здесь еще есть интересного? Здесь есть такая вот список Detection Area. То есть это область, которую вы задаете при обсчете ваших снимков. Например, у вас есть... Ну вот у нас был какой-то там, помнится, вот этот, по-моему, файл. У него были маркеры. Да. Вот этот вот желтый квадратик нарисованный, он как раз показывает область детектирования 50%. Если она включена как Whole Image сейчас, такая же желтая рамочка рисуется вокруг всего снимка, но мы ее просто не видим, потому что она на краю. Если мы выберем область детектирования 25%, соответственно, она будет очень небольшой. То есть где-то она их отрисовывает, собственно говоря, эти области при определенных операциях. Вот она отрисовала, кстати, да. Это радует. Значит, соответственно, меньшая рамочка — это у нас область детектирования 25% от снимка, больше — это 50% от снимка, и 100% whole image — это весь кадр. Зачем это нужно? Вот у меня, допустим, эти кадры, они небольшие, они всего-навсего вот здесь вот показаны, формат 3000 на 2000, грубо говоря, это 178 камера. Если у вас какая-нибудь там камера, у которой 6 на 8000, вам понадобится гораздо более мощный компьютер, потому что объемы вычислений будут намного больше, звезд будет намного больше. И, соответственно, вы можете захотеть работать с ограниченной площадью кадра при детектировании, при вычислении смещения. Это просто тупо ускорит работу программы и, соответственно, уменьшит расход вашей памяти и оперативно, естественно, и загрузку процессора. То есть, если у вас в этой области, допустим, 25% будет достаточно звезд для эффективной работы программы, то и хорошо. Может быть, тогда... А углы вычисляются, там, например, вот здесь вот видно, да, с точностью там до 10 тысячных. Это float значения вообще там. То есть они реально с очень большой точностью считаются. И интерполяция при поворотах не будет создавать большой ошибки. Поэтому для крупных пикселей, для крупных матриц с какими-нибудь мелкими пикселями, там где-то 100 мегапикселей, 50 мегапикселей, вот, например, там какая-нибудь 294 там камера в двух режимах работает, то для нее это будет актуально. Для моей камеры это не актуально, я работаю с полным кадром обычно при детектировании. Поэтому у меня вот эта штука обычно стоит, вот этот вот комбо-бокс в Whole Image стоит, я не парюсь, это не вешает компьютер практически и так далее. Так, про Calibration Type мы поговорили. Offset Calculation тоже есть отдельный комбо-бокс. У него есть три значения: Star Ref Points и Homography, там два варианта. Что это такое? Это алгоритмы выбираются, которые работают при выравнивании снимков при вычислении смещения. Star Ref Points — это мой алгоритм авторский, а Homography, он работает на основе Homography, которую строит OpenCV движок. Изначально программа работала только с Homography, результаты были достаточно нестабильными, и мне не нравилось, короче говоря. Пришлось написать собственные алгоритмы, вот они реализованы вот здесь, стоят по умолчанию, я пользуюсь только ими. Они работают быстро, эффективно и очень точно. То есть, вот, допустим, то есть, когда вы выравниваете один снимок относительно другого, относительно мастера там, или серию относительно мастера, то идет практически попиксельное попадание одного снимка в другую при выравнивании. Но это зависит от, опять-таки, от исходников. То есть, если у вас там какие-то потянутые звезды будут размазанные, то какая-то ошибка, конечно, будет присутствовать, там в 1-2 пикселя возможно. Вот. В
данном сеансе, данный сеанс у нас ознакомительный характер имеет, то есть без глубокого погружения в тонкости процессов, там, выравнивания, там, калибровки. Ну, калибровку мы с вами посмотрели. С выравниванием, в принципе, такая же история. Мы можем сейчас, вот у нас мастер задан, да, там мы можем взять какой-нибудь там файл, к примеру, вот такой вот, 6, да. Ну, вот у нас офсетов на нем нет, то есть он у нас не выровнен. Давайте попробуем его выровнять, чтобы было понимание. То есть мы выбираем его, выбираем какой-нибудь другой файл еще дополнительно, там неважно, там можем в любой последовательности любое количество файлов задать исходных. Выбираем вкладочку Align Composite, да, выбираем операцию Align Selected Images to Master. Вот она нам нарисовала шаблон, она нам сказала, что мы выбрали для операции два файлика. Мастером у нас является 002, Source Image 1 006, Source Image 2 007. И будут созданы в результате операции файлы Align 006 и Align 007. Понятно, да? Здесь у нас стоят лимиты какие-то, как мы уже помним, да? Здесь у нас есть еще галочка такая Star Redetect. Если уже звезды были определены и вот эта галочка включена, то они еще раз пересчитают. Если галочка выключена, она не будет их пересчитывать по новой. Здесь есть галочка Visualize Procedure Processes. Это, собственно говоря, такая опциональная вещь, которая на процессы на сами не влияет. Она влияет только на отображение этих процессов на экране, пока они работают, эти процессы. То есть там отрисовка каких-то контуров, там, контрольных вот этих вот маркеров для звезд и так далее. Ну, мы ее поставим, чтобы нам было наглядно видно это все. Есть опция Normalize on Detect. Если эта опция включена, то гистограмма вот здесь вот при выравнивании, которая находится вот здесь, вот, да, она блокируется, то есть не будет иметь никакого значения. Если эта опция Normalize on Detect выключена, то гистограмма имеет значение. Соответственно, чем у нас контрастнее сделана картинка на экране, тем больше звезд у нас будет обнаружено, соответственно, да, по сравнению с дефолтными значениями. То есть, чтобы было понятно, о чем речь. Если я нажму кнопочку с Defaults сейчас, то мы получим вот исходный снимок. Вот как он выглядит реально. Ну, допустим, еще. Так. У нас кто-то там пробивается, там, не знаю. Да, ну вот, должна быть картинка именно вот такая, темная. И, соответственно, количество звезд, которые будет обнаружено в данном режиме, оно будет маленьким. Ну, скажем, там 20-30 звезд она найдет. А если мы гистограмму вернем обратно, сделаем, скажем, вот такой. Да. То количество звезд будет значительно больше обнаружено, ну, например, там под 100, например. Давайте посмотрим, что произойдет. Так, про этим мы пробежались все. Это какие-то вещи уже достаточно такие специфические. Не будем сейчас про них говорить пока. На этой вкладке Processing Setting. Здесь еще есть много чего интересного. Это можно будет почитать в help файле, если заинтересуетесь. Ну, в данном случае у нас к выравниванию все готово. Приступим. Включим дебоеризацию, чтобы нам было веселее. Так, и все, погнали. Нажимаем старт. Программа считает, мы видим, что у нас здесь появляется кое-какая информация. Например, вот появилось количество обнаруженных звезд 150. Вот она вычислила нам офсеты для этого снимка. И сейчас она их пропишет вот в эти вот окошечки. То есть офсет по x у нас 9 составил, по y 12. Угол она не нашла, там слабый угол поворота 0 почему-то посчитала. И она вычислила так называемые вот эти новые трешолды 59 по x и 62 по y, которые, вот, собственно говоря, она
которыми она будет заменять вот эти значения при обсчете следующего снимка. Ну, собственно говоря, вам об этом знать не обязательно, просто чтобы вы понимали, для чего это здесь пишется. То есть она себе создает, она строит некоторые прогнозы на основании текущего вычисленного офсета о том, что при таких-то смещениях следующий офсет может теоретически оказаться вот в таких-то границах, да? А, соответственно, уменьшение этих границ, оно приводит к ускорению процесса выравнивания и вычисления офсетов. Поэтому вот она этим и занимается замечательным делом. Вот наши офсеты прописались вот сюда для этого текущего снимка, для шестого. Сейчас она считает седьмой снимок, для него она нашла 138 звезд. Офсет для седьмого снимка, собственно, для второго, который мы выравниваем. А вот здесь вот внизу, собственно говоря, показывается ход процесса, там какие-то там служебная информация о том, чем она сейчас конкретно занимается. Там она просчитывает всякие разные цепочки по звездам. Эти алгоритмы, они нигде не описаны, в принципе, являются там достаточно внутренним моим делом, как программистом, и, собственно говоря, ноу-хау в каком-то смысле. То есть они все рукописные и очень непростые для понимания, поэтому здесь бессмысленно об этом говорить. Но результат их работы, он как-то шапочно описывается вот здесь вот в строке состояния. Так, вот наша операция выравнивания двух файлов завершена. Так, я не понимаю, мы пишем видео или что мы делаем-то? Да, мы пишем, а то у меня возникло сомнение. Так, мы остановились на том, что мы, значит, да, вот наши офсеты сюда прописали. Вот для седьмого снимка у нас офсет составил, видите, он какой, 9,868, а этот по Y минус 14. Если мы включим теперь, опять-таки, оверлей, да, включим режим наложения difference, выберем вот здесь вот. И включим Virtual Offset, то мы увидим, что наши кадры с мастером совместились. И совместились они очень неплохо. То есть практически мы не видим полезного сигнала, а что мы видим? Это как раз говорит о том, что выравнивание прошло очень даже неплохо. А на втором кадре ну, тоже неплохо, но в принципе, да, тоже хорошо, просто сигналы, они немножко отличаются друг от друга и не очень точно совпадают с мастером. Поэтому мы видим вот кое-какой ореол вокруг звезды, вот здесь вот, например. Но, в принципе, выравнивание достаточно идеально практически, с точностью до очень больших знаков после запятой. Так, нам осталось рассказать про сложение, наверное, как базовую операцию. Значит, это мы пока отключим. Скрин сделаем. Это мы тоже пока отключим. Да, и вот мы сейчас с вами выравнивали шестой и седьмой снимок, да, соответственно, у нас должны были создаться файлы с префиксом align для этих файлов, для шестого и седьмого. Посмотрим, так ли это. Align. Да, они создались. Если вы их не увидите вдруг, мало ли что, просто надо нажать кнопочку Refresh Files, и тогда они точно появятся. Я понял, почему они не появились, потому что я опять забыл нажать вот эту штуку. Пока вы ее не нажмете, они не появятся, да. Это нормально. Так, вот они появились у нас, вот они наши файлы 6 и 7. И помним, да, что поскольку они уже являются как бы актуализированными, у них офсеты актуализированы, то есть они реально смещены, эти файлы, чтобы нам увидеть наложение с мастером точно, нам надо будет выключить на них вот этот вот флажок Virtual Offset.
Это тоже есть все в руководстве, можно будет почитать и повесить себе на стенку. Да, так, про калибровку мы как бы поговорили уже, соответственно, в процессе, соответственно, у нас работа с программой, получается вот какая ситуация. Вот у нас есть какой-то набор исходных файлов, да, вот такой вот, с которыми мы работаем. Потом у нас есть какой-то набор выровненных файлов, вот эти алайны. Они на самом деле, по большому счету, вам в дальнейшей жизни не особенно и понадобятся. Они создаются вам только для контроля того, чтобы в предыдущих версиях программы они используются очень активно, а в текущей версии, последней, они служат больше для контроля. Почему? Потому что, собственно, сама калибровка опять-таки делается на исходниках, вот на этих, при условии, что у них вычислены офсеты, да? Мы это уже только что смотрели с вами. Вот. И в процессе калибровки мы создаем уже вот эти файлы Calibrate, которые уже лишены шумов, они уже дебайеризированы. Если вы с монохромом работаете, они будут, скорее всего, в том же расширении, то есть тоже фицы будут, откалиброванные фицы. Точно так же они будут лишены шумов, горячих пикселей, но это будут фицы. А для цветных снимков создается именно PNG. Вот, и нам осталось показать, собственно говоря, процесс сложения. Ну, давайте выберем там какие-нибудь там 196, 190, 220 и выкинем дубляжи. 197.1 выкинем из списка. Соответственно, с этим списком, с файлом работаем так же, как и везде, то есть с шифтом выбираем диапазон файлов, а с контролом выбираем отдельные файлы, либо наоборот снимаем выделение, то есть как традиционная такая работа. Так, да, вот еще не рассказал про кнопочку Delete. Соответственно, кнопочку Delete, вот эти вот все файлы, которые выделены, она их удалит. Она, конечно, выдаст предупреждалку нам. Ну, выберем какой-нибудь файл, который нам не страшно потерять. Ну, например, вот этот. И нажмем Delete. Она выдает вот такое предупреждение о том, что мы собираемся этот файл удалить. Да, нет. Когда вы говорите «да», этот файл попадает не в корзину. Он попадает сразу же, он уничтожается физически, вообще с диска стирается. Это надо понимать. То есть программа в корзину ничего не кидает, и никогда вы там ничего не найдете. Все, что было удалено, удаляется сразу же раз и навсегда. Вот. В этом есть отличие с обычными работой с файлами. Ну, вот мы, допустим, здесь сейчас какие-то файлики выбрали для сложения. Нам надо получить сумму. Для создания суммы мы переходим на вкладочку Stack Postprocess, выбираем операцию Stack Selected Files. Да? Опять-таки создается некий шаблон, в котором перечислены файлы, которые мы отобрали для сложения. Всего мы будем складывать 15 файлов. Теперь смотрим, что у нас происходит справа. А справа у нас появилась теперь такая вот панель Stacking Settings, да, и тут есть несколько комбобоксов. У нас есть комбобокс Stacking метод, в нем есть сложение пирамидой попарное, в нем есть серийное сложение мультициклами и серийное сложение только первый цикл. И есть тип сложения Evaluate. Что все это значит? Более подробно все это можно прочитать в Help, там довольно-таки много информации. Но, в принципе, для простого сложения, чтобы ни о чем не думать, выбирайте просто пирамиду. Она вам кирпичами, грубо говоря, ваши снимки сложит. То есть, вот если смотреть на список слева, вот здесь, да, она 196 сложит с 197, 200 с 201, 202 с 203, 203 и так далее. То есть создаст сумму первых пар. Потом суммы первых пар, она точно так же между собой будет складывать. На выходе вы получите сумму одной итоговой пары, самой верхней. То есть это и будет, как бы, если смотреть в профиль, то это будет пирамида из этих пар. А результат сложения будет, собственно говоря, нормальный, полноценный такой. Да, важно, что вот эти все калиброванные уже снимки наши, они уже физически выровнены относительно мастера. То есть когда мы выравнивали их относительно мастера в операции выравнивания, мы вычитали офсеты, при калибровке эти офсеты опять-таки применяются, и там производится достаточно много всяких операций, но они сохраняются. То есть файлы являются физически выровненными, то есть они готовы к сложению.
В данном случае мы выбрали пирамиду здесь. Здесь есть тоже несколько режимов. Это режим наложения. То есть файлы складываются попарно, допустим, первый со вторым, да, а как они складываются? Это может быть в режиме скрин, то есть простое наложение, да, это может быть там threshold какой-то, или может быть с режимом lighten, так же, как наложение в фотошопе, такой же принцип. И либо, если мы выбираем здесь undefined, то есть неопределенного, то у нас активируется второй список, точнее третий, это вот список evaluate. И мы здесь можем выбрать какую-нибудь встроенную функцию из того же ImageMagick, ну, например, max. И у нас файлы будут складываться по максимуму, то есть с максимум одного возьмется с максимумом другого. Либо медиана, например, вот так вот готовится. Выбираем вот здесь сложение по медиане, да. И если мы сейчас вот эти все файлы сложим по медиане, то мы получим медиану этих файлов в чистом виде. Потом мы можем эту медиану применить в качестве фильтра к этим же каким-то исходникам и поудалять все горячие шумы. Да, полный аналог практически сигма-клиппинга. Ну, он такой мягко работающий, скажем, он не полностью делает все файлы, он не бреет их там под одну гребенку, но чистит достаточно неплохо. Кроме того, здесь есть всякие разные другие опции, там мин, например, средняя, там какое-нибудь минимальное, мультиплай и так далее. Много всяких разных функций, то есть можно заниматься какими угодными исследованиями, научными там и так далее. Вот. Но в данном случае мы здесь выбираем опять-таки undefined, а здесь ставим screen. И нас это вполне устроит для того, чтобы сделать простую композицию вот этих файлов, сумм. Нажимаем старт, ждем результат. Полностью я, наверное, показывать вам не буду, чтобы там не тратить наше время. Буду показывать отрывками результаты там работы. То есть сейчас она будет создавать суммы первых пар, потом по ним пройдется, будет создавать сумму вторых пар. Там, ну, какое-то время это будет занимать. Будем как бы врезаться в процесс так, отрывками. Процесс идет, и мы видим, что мы совершили одну большую ошибку. Мы забыли обнулить гистограмму для всех складываемых снимков. Как я говорил раньше, что гистограмма, она влияет на результаты, поэтому мы сложили сейчас задранные гистограммы, и в итоге мы получили... Да, так вот мы получили некорректную сумму. Почему? Потому что у нас была задрана гистограмма вот здесь. Вот нам надо было все-таки ее сбросить через обнуление set defaults перед сложением. А в некоторых случаях эта опция коррекции гистограммы, она делает положительные вещи. Например, если мы имеем более темные снимки, там какие-то в промежуточных суммах, мы можем скорректировать на исходных снимках выставлением вот этой вот гистограммы, допустим, чуть поднять низы, чуть подрезать, допустим, верхи. Вот. И эта гистограмма, вот сейчас видно, что гистограмма двигается, вот здесь вот. Таким образом мы можем как бы вносить коррекцию в промежуточную сумму и таким образом влиять на итоговую сумму, так, чтобы она не выходила либо за пределы динамического диапазона, либо наоборот как-то растягивалась гистограмма. То есть это такой гибкий инструмент, им можно пользоваться и нужно пользоваться, но надо понимать, что вы делаете. Но по умолчанию, в принципе, в норме, если ее вставить в дефолт, то есть обнулять при сложении, это надо делать на всех исходных складываемых снимках. Мы складывали сейчас вот эти вот калиброванные снимки, да, вот такие вот. Вот, для них надо было просто сделать set defaults. То есть они сейчас задраны гистограммой,
Если мы поставим set defaults, все это сбросится. Да, и после этого надо было залочить settings, то есть сделать log settings, и после этого уже выбирать их для сложения. Тогда сумма получилась бы корректной. Сейчас мы просто не будем повторять этот эксперимент по-новому, мы просто посмотрим на результат подобной операции с большим количеством файлов. Я вот складывал там 50 файлов, например, здесь в этой серии. Вот сумма. Там как раз все было сделано достаточно грамотно с точки зрения обработки гистограммы. И вот мы видим результат сложения 50 файлов. Мы можем видеть, что у нас немножко смещена гистограмма вправо. Это не значит, что она обрезана, она просто смещена. Мы можем ее вернуть назад. Например, вот здесь вот мы... Что нам надо сделать? Это, еще раз, это сумма. Да? Сумма 50. По 15 секунд каждая. Вот здесь написано, что сумма 15, 50 кадров по 15 секунд. Нам надо вернуть эту гистограмму, немножко загнать в нужные рамки. Ну, допустим, мы сделаем бэкграунд минус 4, а яркость уберем чуть-чуть там, ну, поставим минус 7, например. Попробуем поймать. Вот так вот. Да, вот видно, что гистограмма у нас заехала в нужные нам рамки. Можно даже яркость чуть-чуть прибавить. Она сместится вправо. Чуть-чуть, да, вот она уехала вправо. Можно даже еще чуть добавить, плюс 5, минус 5 сделать. Главное, чтобы она не резалась ни слева и справа. Собственно, гистограмма, что такое гистограмма? Она отрисовывает распределение ваших пикселей на вашем снимке в какой-то определенной шкале, грубо говоря. То есть вот в этом месте мы имеем максимальное количество пикселей вот с такой яркостью. А вот в этом месте мы имеем количество пикселей на графике с максимальной яркостью, а здесь с минимальной. То есть это, вот здесь вот уровень черного. Это уровень какого-то вот фона. Он такой серенький у нас, да? Соответственно, вот, ну, понятно, как работает гистограмма. Там она может быть цветной, с разложением на каналы. Ну, в данной версии программы пока что она работает в черно-белом режиме, то есть суммарно как бы она показывает для RGB каналов общее распределение яркости. Вот. А что еще видно на этой сумме? Видно, что мы имеем границы смещений, они обозначены вот этими вот линиями вертикальными, горизонтальными, вот здесь вот. То есть видно, что кадры ехали друг относительно друга в процессе выравнивания, и потом все это наложилось на сумму. Если бы мы складывали их с предварительным прогоном через медианный фильтр, то есть создали бы сумму этих кадров по медиане, вот как, например, вот здесь вот, это есть сумма 15 кадров по медиане, да, они отличаются, вот эти медианные суммы, от исходников по яркости никак не отличаются по контрасту, отличаются только тем, что они как бы выбирают среднее значение из серии, да, и, соответственно, они более соответствуют такому оптимизированному варианту, скажем так. То есть вот этот вот снимок можно использовать как медианный фильтр, там для, допустим, просто здесь выставляем ему set median, к примеру, да, потом берем какие-то наши складываемые суммы, которые мы берем для сложения, вот такие, к примеру, мы выбирали, да. Вот, выбираем операцию на вкладке Line Composite, выбираем операцию Apply Median. Median у нас задан, да, вот он написано, что это median. Вот, если мы нажмем Start, то будут созданы новые файлы в таком же количестве, как вот выбраны в этом списке. И к каждому из этих файлов будет применен вот этот медианный фильтр. В итоге все случайные шумы там, или там случайные там линии от спутников и прочее, это все оттуда уйдет с этих исходных файлов. И в принципе вот эта сумма, она как раз сделана по этой... Нет, некоторые из этих сумм моих, они сделаны с такой технологией, а вот та, которую я показывал, она сделана уже
вот эта вот конкретная, она сделана без этой технологии, без применения медианного фильтра, то есть просто сложные откалиброванные файлы. Но сами вот эти вот откалиброванные файлы, которые здесь складывались, они были сделаны в предыдущих версиях калиброванного алгоритма, калибрационного алгоритма калибровки, простите, который, собственно говоря, работал по старой технологии, он достаточно шумящий такой и неоптимальный. То есть вот в последней версии программы вы увидите более оптимизированный алгоритм, который будет давать лучшие результаты, то есть количество шумов на нем будет значительно меньше. Вот мы имеем, значит, итоговую сумму с готовой какой-то гистограммой. Мы можем на нем создать свой маркер. Вот он уже здесь написан. В принципе, я показывал, как это делается. То есть правой кнопочкой надо выбрать стопроцентный масштаб. Вот здесь вот, да, 100%. Потом, ну, допустим, сейчас это сделаем. Ладно, еще раз. Повторение мать учения. На стопроцентном масштабе правой мышкой кликаем на картинку от текст-маркер. Появляется текст-маркер. Здесь выставляем фонд через Shift плюс либо Shift минус. Вставляем сюда какую-нибудь надпись, там, я не знаю, там C11. Там. C11, 50, 15 секунд. Ну, отлично. Ctrl-Enter. Все, и наш маркер появляется на нашем снимке. Да. Вот, и, допустим, нам не нравится то, что мы написали. Мы написали с ошибкой. Нам надо переписать это все безобразие. Для этого существует опция удаления маркера. Delete маркер. Если мы ее нажмем, то наша надпись отсюда благополучно исчезнет. Но она исчезнет вместе с предыдущей надписью, скорее всего. Если это у нас не скриншот. Да, исчезли все надписи, мы можем по новой переписать ее, ну и так далее. Мы сейчас не будем этим заниматься. Значит, нам надо последний этап расписать, что мы можем сделать еще хорошего в этой жизни. Мы можем сохранить этот снимок в качестве итогового. Да? Для этого нам надо его как-то обрезать, ну, например, вот вырезать вот эту область. Но, к сожалению, вот, в последней версии программы этот функционал еще не реализован, но он будет реализован в ближайших версиях, то есть вот выделение какой-то области и, соответственно, ее вырезка, в частности, по этой области. А для того, чтобы нам сохранить этот файл с данными настройками гистограммы, гистограммы, они у нас скорректированы, видно здесь, да, вот минус 4, минус 5, нам надо сделать скриншот. Делается это выбираем наш файл, на котором мы находимся, и выбираем в меню опцию Make Screenshot. После этого создается новый файл с обнуленными настройками гистограммы, но эта гистограмма на нем скорректирована в соответствии с нашими поправками в нее. Вот в данном случае скриншот мы создали, вот он, мы на нем стоим, скриншот, скрин 50. Мы можем увидеть то, что программа создала этот скриншот вот здесь, в строке лога, да, и его имя файла, например, да. Потом здесь мы видим, что у нас гистограмма обнулена, а здесь она, собственно говоря, в окне гистограммы,
она вполне соответствует нашим последним настройкам. Вот, собственно, и все, что хотел сказать по этому поводу. Как бы базовые операции я вам показал. Существует масса тонкостей еще, которые имеет смысл почитать в help файле. Я вам очень рекомендую его почитать при условии, что вы соберетесь пользоваться этой программой. Программа на самом деле вполне самодостаточна, она выполняет все базовые операции, включая там какие-то дополнительные операции, там масса их на самом деле, переименования, там снимков, там перевороты на 90 градусов, на 180 градусов, отзеркаливание, нормализация, там еще есть куча всяких разных тонкостей со звездными масками, там блюринги, там улучшение, там шумоподавление, наведение резкости здесь есть и так далее. Отдельная вещь — это Detecting Stars. Мы видели только результаты этого процесса вот в виде желтых маркеров на звездах. Очень много, на самом деле, там всяких разных тонкостей. И в видео это рассказывать нудно и долго, это надо вчитываться, на самом деле. И пользоваться программой на полную катушку, то есть она предоставляет, на самом деле, очень широкие возможности, и она полнофункциональна в плане того, что вы берете исходные какие-то снимки с телескопа непосредственно и на выходе получаете готовую сумму. То есть она все процессы промежуточные охватывает, перекрывает, делает это очень хорошо на каждом этапе. На каждом этапе вы можете контролировать то, что она делает, вносить поправки и так далее. Это не полный автомат, как, например, какие-то там общеизвестные программы, да, там засунул там на вход там пачку чего-то, непонятно чего, а на выходе получил тоже непонятно что. Эта программа работает по другим принципам. Их надо понимать. Но результаты, которые она выдает хорошие результаты, поэтому эта программа очень конкурентна на самом деле на сегодня. Может быть, она не настолько полнофункциональна, как какие-то топовые там представители этого класса. Там, ну и, соответственно, запросы к ней тоже, соответственно, поменьше. Трейл-версия у нас действует 30 дней. Версии выходят регулярно, свежие, достаточно часто. Баги все, собственно говоря, перекрываются, исправляются и так далее. Новый функционал в каждой версии появляется гарантированно. Годовая лицензия стоит от $30 для одного компьютера. Полнофункциональная версия максимально стоит там порядка $200. Ну, смотрите сами, там в описании программы все это есть, ссылки здесь есть внизу в самой программе. Ну, например, вот здесь вот можно будет, если вы программу зарегистрируете, у вас здесь будет выскакивать окошечко с информацией о вашей лицензии, с номерами, там, с серийными и так далее. Ну вот, например, у меня программа зарегистрированная, лицензированная. Вот я тут вижу какую-то информацию своим серийным номером, с Activation Key, там какая-то информация о платежах. Все это приходит через веб-сервисы. То есть в самой программе эта информация, естественно, никогда не хранится. Это все хранится на серверах и так далее. То есть программа на самом деле хорошая, сложная. Рекомендую пользоваться ей. Продукт отечественный. Сам